Вы на канале Готовим просто, вкусно и быстро. Сегодня у меня 3 простых и очень вкусных рецепта из шампиньонов. Маринованные, фаршированные и жареные во фритюре. Отличный вариант для закусок на праздничный стол. Да и в будний день стоит побаловать себя такими блюдами. Благо на их приготовление уходит не более 15-20 минут. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые вкусные простые рецепты. Ингредиенты даны под видео. Там же ссылка на рецепты закусок для праздничного стола. Первым нашим блюдом будут маринованные шампиньоны. Получаются они намного вкуснее магазинных. Я замариную совсем немного, возьму всего 500 грамм. Как говорится, на раз поесть. Грибы я предварительно помыла. Приготовлю для них маринад. Наливаю в кастрюлю 1 литр холодной воды. Даю ей закипеть. В этом количестве воды можно мариновать и больше грибов. Вода закипела. Кладу гвоздику, перец, лавровый лист, столовую ложку с горкой соли, чайную ложку сахара без горки и чайную ложку уксусной эссенции. Не переживайте, что будет кисло. Сейчас маринад кислый, но в грибах он получится очень нежный и вкусный. Даю маринаду немного прокипеть, не более 1 минуты. Выкладываю сюда грибы, накрываю крышкой и варю их 6 минут, так как они у меня крупные. Если мелкие, то и 5 хватит. Грибы сварились, перекладываю в банку. Приправы тоже не забудьте в баночку положить. И заливаю маринадом. Закрываю и убираю остывать. Есть их можно сразу, как остынут. Это примерно 2-3 часа. А можно убрать в холодильник и есть на следующий день. И так вкусно. У меня они простояли чуть меньше суток. Перекладываю в салатик, посыпаю зеленым луком, можно репчатым, и заправляю подсолнечным маслом. Очень вкусные получились. Вторым блюдом будут шампиньоны, фаршированные овощами. Готовлю я их по итальянскому рецепту. Хоть рецепт итальянский, но здесь нет сыра. Грибы помыла, ножки вынимаю. Вот такая шляпка должна быть. Так поступаю со всеми грибами. Ножки измельчаю, зелень петрушки и укропа мелко режу. Можно взять только петрушку. Чеснок мелко рублю. Вместо петрушки можно взять базилик, а вместо чеснока лук-шалот. Наливаю на сковороду подсолнечное масло. Можно взять сливочное. Выкладываю грибы и обжариваю до готовности, постоянно помешивая. Как только жидкость из них выпарится, снимаю с плиты. Грибы немного остужаю и выкладываю их в посуду. Добавляю к ним петрушку, чайную ложку панировочных сухарей, чеснок, соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Смазываю маслом форму для запекания. Подготовленные грибы заполняю фаршем. Начиненные грибы сбрызгиваю маслом и ставлю запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут. Время выпекания смотрите по своей духовке. Готовые грибы достаю, выкладываю на тарелку, украшаю. Все, можно подать к столу. Грибочки получаются очень сочные, даже без сыра. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. По времени это не затратно, буквально 15-20 минут, а получается очень вкусно. Последним рецептом будут грибы, жареные во фритюре. Очень мне нравится этот рецепт. Время приготовления минимальное, но как вкусно получается. Грибы мою, выступая часть ножик срезаю. Вот так. Разбиваю в миску яйцо, солю. Соль добавьте побольше, а то грибы получатся не солеными. Перчу. Все хорошо взбиваю. Нам потребуется еще панировочные сухари. Наливаю в кастрюлю с толстым дном подсолнечное масло. Нагреваю его. Как только пойдет дымок, значит можно жарить. Нагрев сразу же убавляю до среднего, чтобы грибы не горели. Насаживаю грибы на вилку, обмакиваю в яйцо, затем в панировочные сухари. Выкладываю в разогретое масло. Обжариваю до золотистого цвета. Вынимаю их шумовкой на тарелку, чтобы лишний жир стек.
Выкладываю готовые грибы на блюдо, посыпаю их сыром. Можно этого и не делать. Подаю к столу. Все, можно есть. Грибы получились очень вкусными. Сверху с хрустящей корочкой, а внутри сочные. Такие грибочки отлично подойдут в качестве закуски на праздничный стол. На столе уж точно не залежаться. Вот такие 3 блюда из грибов я приготовила. Если вам понравился рецепт, поделитесь им в соцсетях. Оставьте свой комментарий, а что вы готовите из грибов. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.